Друзья, с вами Арт-Патруль. Мы приехали в Нижний Новгород, где сегодня состоится ежегодное вручение премии в области современного искусства «Инновация». Премия будет вручаться 14-й раз и первый раз здесь, в Нижнем Новгороде. Сюда приехало большое количество высокопоставленных гостей, директоров музея и, самое главное, художники, номинанты и победители, с которыми мы сегодня с вами познакомимся. Уверен, нас ждет незабываемое приключение. Погнали! Друзья, ну что, мы стоим перед Нижегородским арсеналом, который находится внутри Нижегородского Кремля. Историческое место. И сегодня здесь представлены работы номинантов премии «Инновация». И сейчас мы поговорим с главным куратором и с художниками. Посмотрим, кто в этом году номинирован на эту премию, какие проекты считаются лучшими художественными проектами 2018 года. Пойдемте. Друзья, Алиса Савицкая, руководитель отдела выставок Нижегородского арсенала и главный куратор премии «Инновация 2019». Выставки номинантов премии Выставка «Инновация». Номинантов «Инновация 2019». Я старался как мог. Алиса, расскажи, пожалуйста, вот, что в этом году представлено здесь, в арсенале? Номинации премии можно сразу разделить на две части. С одной стороны, это проекты образовательные, региональные, кураторские, то есть какие-то масштабные вещи, которые невозможно потом поместить в итоговую выставку. Традиционно за 13 лет истории премии они всегда показывались в виде документации. Это бесконечные фотографии, видеорамки, какие-то ролики. И я сама последние 4 года была шорт-листером премии «Инновация» как куратор и понимала, насколько это бессмысленное и тяжелое занятие развешивать вот эти фотографии, тексты, которые потом никто не смотрит, зрители не понимают, о чем это. Они не могут вернуться в прошлый год и посетить эти проекты, поэтому первая инновация наша в этом году – это то, что мы решили радикально отказаться вот от всех этих архивных материалов. Инновация в инновации. Инновация в инновации, Отлично. да. И я позвала на помощь. Вообще в любой непонятной ситуации я всегда обращаюсь к художникам. Это, собственно, главные люди, с которыми мы работаем. Они знают ответы на все вопросы лучше, чем все менеджеры, организаторы и координаторы. Поэтому я позвала 2 молодых нижегородских уличных художников, Максима Трулова и Ксюшу Ласточку. Они же у нас славятся на всю страну своим стрит-артом. И предложила им вместе пересказать нашим зрителям главные события прошлого года. Художники сделали на каждого номинанта работу посвящения, которая дает краткий пересказ. Ну, например, в Перми, в Пермском музее был проект «Имя рек». Он был посвящен рекам Перми. В словах это вот так. Если мы хотим подробностей, пожалуйста, у нас есть и кураторский текст, у нас есть QR-код со ссылкой на сайт Пермского музея, что важно для наших зрителей. Эта выставка закончилась, но есть другие. Может быть, кто-то специально поедет в Пермь на уже какие-то их новые проекты. Или, например, проект «Суперобложка», который был в Краснодаре. Он был посвящен книгам художника, всяким скетчбукам, оформлению и так далее. Пожалуйста, вот эта работа посвящения. То есть это действительно краткий визуальный пересказ в 2 словах. Самоорганизованная художниками ярмарка современного искусства в Питере. Художники Максим и Ксюша, они очень тщательно прорабатывали заявки. То есть они смотрели все видео, картинки, читали тексты, искали главные знаковые образы. Плюс они придумали вот такого выдуманного любознательного персонажа с длинным носом.
который стал главным героем их работ. Он путешествует из проекта в проект. Эти работы – это прекрасный повод и для знакомства, и для дополнительного поощрения участников инноваций. Поэтому, когда выставка закончится, художники хотят раздарить эти работы кураторам или институциям, которые делали эти проекты. То есть, на самом деле, не только по диплому получат все участники вот этого раздела, но еще и по статуэтке. Да, но и вот по таким замечательным работам. Именно Нижний Новгород открыл не московскую часть истории премии «Инновация». А премия, как и всякое живое существо, идет туда, где чувствуют, что его любят или могут полюбить. И сегодня же мы открываем замечательную выставку. Очень символично, что это происходит в Арсенале. Арсенал – это, с одной стороны, центр современного искусства Нижегородской области, с другой стороны, сердце города, сердце области – это Кремль. Это говорит о том, что современное искусство и долгосрочная тенденция развития государственной политики в Нижегородской области, они идут нога в ногу, и мы будем продолжать это движение. Владимир Селезнев. Владимир, расскажите, пожалуйста, про вашу работу. Я номинирован за выставку, мою персональную выставку, которая прошла в прошлом году в арт-галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге. Здесь представлено две работы, одна инсталляция и коллажи, которые были представлены на этой выставке. Работа называется «Метрополис». Она работает в двух состояниях, в двух режимах. Иногда, то есть, когда человек заходит, там темно, и он видит ночной город как бы с высоты птичьего полета. То есть дома, улицы, окошки светятся, происходит включение света, и ты видишь, что просто помойка на полу. То есть это весь этот город сделан из мусора. То есть это вот... Мне кажется, очень простой посыл, да, то есть и мусор, и город — это то, что оставляет человек после себя, и все это, собственно... Что это как единое целое, да, работает? Итогом я очень довольна. Подготовка шла трудно, но бодро. У нас фантастическая команда. Вчера просто вот монтировали до 6 утра. Это тоже нормально. Нормально. Но на самом деле, вы понимаете, команда – это когда все помогают друг другу. И мы помогали. И самое главное, нам очень помогали художники, потому что художники – это наше все. Друзья, Андрей Сяйлев, художник, который тоже номинирован на премию «Художник года». Я тебе сразу желаю удачи сегодня вечером. Расскажи, пожалуйста, про свою инсталляцию. Сразу, честно тебе скажу, когда шел, делал первую проходку, обратил внимание на твою инсталляцию. Во-первых, очень приятно, что это самое свежее место здесь в Арсенале. Собственно, об этом. Ты правильно понял, что... Благодаря... Про что это? Да? Про встречу с текущими моментами. Сейчас вкратце попытаюсь сказать, о чем вообще все мои практики. Это практики встречи с самим собой в текущем моменте времени. И это первый уровень того, что я пытаюсь передать зрителю. Грубо говоря, чтобы было еще проще, кирпич – это контейнер или какая-то протоформа, которая, как, грубо говоря, стена, как строение, выстраивает что-то большее. Тут все эти проекты, объекты, они как раз-таки, собственно, о том, как приобрести критическую дистанцию по отношению к самому себе. Да? Собственно говоря, остановиться и взглянуть, как устроена структура, по которой мы выстраиваем себя, например, меня, как Андрея Сяйлева. Ветер взгляда реальности. Интересно. Не происходит ничего, кроме того, что ты видишь. Потому что он получается, транслирует нас. Как глаза смотрят на нас, ничего не имея в виду и не стараясь передать какое-то сообщение, кроме я понял. Ветер — это то, что мы чувствуем. То, что было до нас, это некая характеристика реальности. Теперь мы во второй части выставки, где представлены, собственно, главные герои современного искусства. Это
две номинации. Художник года и новая генерация. Новая генерация – это молодежь до 35 лет. И они представляют либо полностью свои инсталляции, либо реплики, потому что вот эта работа Светы Шуваевой, она адаптирована под наше пространство. В оригинале у нее была выставка на 2 этажа в Московском музее современного искусства, это тоже была пространственная вещь. И здесь Света повторила свои вот эти приемы работы, но все это сделано именно под залы Арсенала, что для нас очень важно, потому что я всегда объясняю всем художникам, кураторам, какими бы самодурами они ни были, что вы здесь все равно будете не одни, у вас будет соавтор, это соавтор Нижегородский Арсенал. Здесь все сделано либо из ватмана, либо из кальки. Здесь есть очевидные вот, окружающие нас вещи, да, вот эти там бассейн с водой, здесь вот видно, что причем очень вода реалистично слилась. все так сделано вообще. Да. И... Можно подумать, что это плитка на самом деле, то есть даже не чувствуется, что это ватман. Да, тут есть секретики, например, вот здесь маленькое... Вот секретики зрители очень любят. Маленькое окошко, в которое можно заглянуть, и там видишь чашка, веткой жасмина осыпающаяся. Это какое-то, то ли окошко регистрации. Наш техотдел, пока монтировал эту инсталляцию, сказал, что здесь они будут получать зарплату. И, знаешь, для меня вот это пространство, это вообще... Это остановка, да? Да, это место для медитации. Здесь можно так, знаешь, посидеть... Free Wi-Fi, то есть то, что нужно. Да. Но для меня вот эта инсталляция, она, знаешь, о нежности и хрупкости современного искусства. Здравствуйте, Владимир. Добрый день. Владимир, первый раз премия проводится в Нижнем Новгороде. Да, 14-й раз вообще, Да, и первый раз 14-й. вообще не в Москве. Это особенное событие для Нижнего Новгорода. Я думаю, что и для премии, потому что это как бы глоток свежего воздуха. Это выход в пространство, где это стало действительно большим событием. Отлично организованное само пространство. Прекрасно поработали экспозиционеры, местные художники, которые сделали очень много. Стенды очень удачно сформированы. Абсолютно столичные, европейские. Я согласен, я тоже так. В общем, молодцы. Правильно идем. Да. У меня за спиной сейчас, очень интересно. возвращаясь к художникам, единственный художественный проект, который представлен, к сожалению, в виде документации. Сейчас я начну критиковать сама себя как куратора. Это перформанс Самокритика – это хорошо. под названием «108 соло». Это была огромная постановка на фабрике в Москве, которая длилась 12 часов. И перформеры исполняли разные действия, среди которых могли перемещаться зрители, могли участвовать или смотреть со стороны. И в идеале, вот что я поняла сейчас, что, конечно, одной выставки инноваций недостаточно. И по-хорошему уже на старте, готовясь к следующему году, нужно планировать и выставку, и фестиваль перформанса. Знаешь, мне это чем-то напоминает литовский павильон Венецианской биеннале. Да, и я когда увидела наши шорт-листы и увидела этот проект, я думаю, вот что должно было быть в российском павильоне. Алиса Прудникова, директор регионального ГТСИ. Очень приятно с вами познакомиться. И с вашим патрулем тоже приятно. И с вашим патрулем. С арт-патрулем. Не щенячим. У меня этот щенячий патруль просто уже на протяжении полутора лет. Ну, в общем, Юра, что я могу сказать? Я как региональный директор ГТС, я, конечно, считаю, что это успех. Так и должно быть успех. всегда. Да. Вообще было бы очень здорово, если бы инновация стала такой номадической, и где происходит какая-нибудь, важная, какая-то серьезная художественная история. То есть понятно, что Арсенал – это самое профессиональное пространство для современного искусства за пределами Садового кольца. Это факт.
А дальше есть очень много городов с очень интересной такой яркой, динамичной ситуацией просто. И, ну, понятное дело, я патриот Екатеринбурга, потому что я делаю Уральскую индустриальную биеннале. Я большой фанат Владивостока, потому что я считаю, что в Владивостоке сейчас невероятный драйв, очень много новых художников, и там тоже интересно это делать. Красноярск, Архангельск потенциально, то есть очень много... Как приятно, Алиса. Я понимаю, что не везде... все значит, развивается, значит, нет, просто все, да? понятно, что это же еще очень и политическая ситуация. Вот такой блистательный губернатор, который говорит такие речи на открытии. Да. Мы будем экспериментировать. Мы будем экспериментировать во всем. В искусстве, в спорте, в культуре, в политике. Прошу всех обязательно на каждом стенде зайти через QR-код на соответствующее пространство, информационное пространство соответствующего произведения, посмотреть его до конца, оценить его. По-молодежному можно сказать взрыв мозга. Вот это здорово. Да. Это, ну, в общем, Глеб это Сергеевич, Глеб Сергеевич, он великолепно. серьезнейший в этом смысле патрон. Вот что значит, как сказать, активно работающая культурная институция на местах. Все проекты на этой выставке в основном, они технологичные. И Да. даже там, где на первый взгляд мы видим кирпичи или гору мусора или инсталляции из бумаги, все равно оказываются айпэды, датчики, да, то есть вот, ну как и в принципе тенденция современного конечно, искусства мы сейчас. живем в 21 Да. веке, и художники с медиумами работают с разными, их комбинируют. Но вот заканчивается выставка как раз таким как бы триумфом новых медиа. Это художник Егор Крафт, он очень сейчас известен и востребован в среде сайенс-арта, в проектах, связанных с искусством и наукой. Да. И он как раз осмысляет, собственно, соотношение старых и новых медиа как таковых. Но здесь мы видим только медиа-часть, да, с трансформирующимися скульптурами. Да. На самом деле ее сопровождает еще серия живых скульптур. Здесь только одна гипсовая реплика, потому что 4 другие скульптуры, настоящие уже из мрамора, они застряли на таможне. Друзья, открытие закончилось, и сейчас скоро будет вручение премии. Мы поедем на Стрелку, а пока самая любимая часть всех тех, кто присутствует на мероприятии, это фуршет. Потому что вы прекрасно знаете, что ни одно мероприятие современного искусства не может обойтись без хорошего фуршета. Друзья, мы у отеля Sheraton собрались все, кто сегодня прибыл на премию инноваций. Сейчас мы едем на вручение на Стрелку, на пересечение Оки и Волги. И я слабо себе представляю, как мы будем находиться там, потому что уже ветер, все под зонтами. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. Поэтому посмотрим, что нас ждет. Давайте спросим, что об этом думают прекрасные дамы. Расскажите, пожалуйста, как вам премия сегодняшней инновации, как вам открытие? Не испортила ли погода общего впечатления? Не, вы что, это только добавило романтики. Вот мне нравится ваша политика. Потому что современное искусство – это всегда преодоление обстоятельств, как концепция, как условия жизни. И такая погода входит в нашу концепцию, я бы сказала. Великолепно. Но приняли нас, Бог Да, мой. да, я согласен. Осталось только автобуса дождаться. Это самый душевный город. Друзья, мы приехали на церемонию награждения. Сейчас определятся победители премии номинация «Инновация 2019». Знаменитый стадион Нижегородский, где в прошлом году он принимал чемпионат мира по футболу. Я, кстати, тоже был счастливчиком и был на нем. Настроение у всех отличное. Все счастливы, ждут награждения. В этом даже что-то есть. Когда тепло, неинтересно, понимаешь? А так мерзнешь и работаешь сразу лучше. Все четко и по делу.
Ну, остается совсем немного до объявления победителей. Вы в жюри. Я в жюри. Стоит ли нам ожидать каких-то сенсаций в этом году? Инноваций? Инноваций, да. В 2 номинациях вот, мне пришлось не голосовать, потому что там были либо друзья, либо сотрудники. Понятно. Вот, поэтому я сел в буфете. Тонкий момент. Да, я сел в буфете, а тогда, ну, мы, честно говоря, потратили больше, чем время планировали. Мы потратили 7 часов. Вот, да, так что это на самом деле въедливые англичане, наша, как это, ругань с болгарами. Одно слово – румын. Так он болгарин. Да? Какая разница? Да, и наш пражский коллега, который нам сбивал все время своими смс-ками. Я прям сейчас вспоминаю жюри и иду прямо. Да, поэтому нам было непросто. Россия обрело свою первую и единственную национальную государственную премию. Инновация вручается уже в 14-й раз, но первый раз здесь, в Нижнем городе, богатейших художественных и меценатских традиций. Решение принимал точно нельзя. За право художников быть свободным и просто быть. Леонид Бажанов. Мне приятно, что это происходит здесь, в Нижнем Новгороде, в Горьком. Когда-то в 1965 году здесь, на Стрелке, я купался со своими друзьями и думал о современном искусстве в России. Глеб Сергеевич, я поздравляю вас, я поздравляю всех нижегородцев с то, что вы приняли в этом году премию «Инновация» первый раз за 14 лет. Скажите, пожалуйста, какие ваши ощущения? Как эта премия повлияет на развитие современного искусства в регионе? Премия изменила вообще культурное пространство Нижнего Новгорода, Нижегородской области, потому что мы в знаменовании нее стартовали новый проект «Стрелка», международный фестиваль искусства. Это, конечно, сейчас это было просто замикшировано, то есть между награждениями выступали... Замикшировано было здорово. Да, выступали знаменитые теноры и певцы оперные. Симфонический оркестр играл, но сам по себе фестиваль предполагает полный ряд музыкальных произведений. Очень символично, что произошла такая вот смесь современного искусства и классического с помощью Это была задумка, мы задумывали именно объединить два мероприятия таким образом, чтобы снять противоречия между классическим искусством и современным искусством, потому что искусство, стереть границы, да? Оно вечное, и оно развивается, оно меняется, оно разное, но оно всегда остается искусством и тем, что вдохновляет нас на жизнь, на подвиги, на созидание.
Слушай, а расскажи, пожалуйста, как ощущение? Странно. Художник года. Все-таки это так. Ну, у меня были другие фавориты в моей номинации, так что для меня это было в любом случае неожиданно. Ну, ощущение, конечно, легкий шок, потому что месяц назад практически я получил премию Курехина в номинации «Куратор года». Ух ты, вот. здорово. И сейчас я поздравляю. «Художник года», это просто... Ну ты... Я закрыл практически все премии в этом году. Что премия, какие возможности она открывает? То есть... Без понятия, вообще без понятия. Ну, Потому что первые премии там объявляли, что, значит, девушка получила резиденцию месячную в Нижнем Новгороде. Ну, это, по сути, и были призы, да, такие, то есть, что дает эта номинация, ну, кроме того, что я закрою ипотеку, например, вот. Ну, это, слушай, это уже... Это существенная, да, такая. Я тебя поздравляю еще раз, я желаю тебе новых творческих проектов, новых премий. И на этот год, пожалуй, хватит. Остановимся. Надо передохнуть. Продолжай радовать нас своим искусством и вносить вклад в российское современное искусство. Спасибо. Спасибо. Как тебе? Ну что, ребят, с вами Арт-Патруль. Вот. Все дела? Не ожидали? Все дела, да. Вот он, кто делает. Исторический момент. Для вас, ребята. Мы поменялись местами. Да, сейчас снимает Юра, я в кадре. Я хочу сказать, что это было очень круто. Организация была на высочайшем уровне. Я хочу поблагодарить всю команду инноваций, всех тех, кто сделал возможным эту премию. Нижний Новгород, ребята, вы все большие молодцы. Арт-Патруль, подписывайтесь. Шератон не понравился? Шератон, ребят, отдельное спасибо. Завтрак бомба был. Завтрак бомба, обед бомба, фуршеты отличные. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите искусство, ребят. Мы поехали дальше. И будьте счастливы. И будьте счастливы.